Здравствуйте, герой нового рассказа мечтал обрести спокойствие и ради этого даже переехал в другой город. Но новый городок, оказавшийся приветливым на первый взгляд, таил в себе немало сюрпризов. К вашему вниманию новый рассказ. Глаза. Я купил в небольшом городке Междуреченске частный дом. Он был недорогим, но самым важным для меня было как можно скорее уехать из старого города. Месяц назад у меня был конфликт с парнем, который постоянно меня преследовал. Мне удалось добиться, чтобы его арестовали, но так и не удалось избавиться от ощущения, будто за мной кто-то продолжал пристально следить. Словно чей-то взгляд, впившись, разглядывал, разбирая на крупицы. Мне начало казаться, словно глаза смотрят повсюду, дома и на улице, поэтому переехать в маленький городок было лучшим решением для моего душевного спокойствия. Сам дом был не новым, но довольно большим и с виду очень гостеприимным. От агента, который проводил экскурсию по дому, я узнал, что в прошлом тут жил серийный убийца, именно поэтому дом был таким дешевым. Однако он и в будущем моя ближайшая соседка Алена сказали, чтобы я не обращал на это внимания. С тех пор у дома было еще 4 владельца, и все они были им довольны. Мне тоже очень понравилось здесь. Предыдущие жильцы сделали потрясающий ремонт, и внутри было уютно и комфортно. Соседи были крайне дружелюбны и часто приносили свежую выпечку или приглашали меня к себе на ужин. Задушевные посиделки, говорили они, были ключом к тому, чтобы все, кто жили в этом районе, любили это место. Однако уже через неделю я перестал любить это. Вернулось прошлое чувство, что за мной кто-то наблюдает, причем оно стало еще сильнее, чем раньше. Я изо всех сил пытался не обращать на него внимания, но вскоре перестал спать по ночам. Под глазами образовались гигантские мешки, а зевал я так же часто, как дышал. Алена была любезна и позволила несколько дней переночевать у нее. Именно от нее я услышал легенду о Смирнове, серийном убийце, который до меня проживал в этом доме. Доподлинно не было известно, сколько на самом деле убил людей Смирнов, также известный как Междуреченский павлин. Но легенды гласят, что у него был крайне тяжелый случай нарциссизма. Он попросту не мог даже заснуть, если не чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. В конце концов его арестовали за то, что он поставил чучело, которое бы могло за ним наблюдать ночью. Только это было не самодельное пугало. Смирнов убил 17-летнюю девушку и повесил ее на распятие, чтобы труп мог смотреть на него. История заставила меня содрогнуться, и как только я вернулся домой, я почувствовал на себе взгляд сотни пар глаз со всех сторон. Куда бы я ни повернулся, я ощущал на себе это сверлящее ощущение. Однако это был всего лишь первый день, когда у меня разыгралось воображение. С каждым днем становилось все хуже и хуже, за мной продолжали следить сотни глаз. Я готовил завтрак, в тот момент, когда это чувство стало окончательно невыносимым. Отчаявшись, я со всей силы ударил кулаком по стене. Сдерживая острый приступ боли в руке, я вытащил ее из пробитого гипсокартона и увидел, что из-за него на меня смотрит пара глаз из банки, залитой формальдегидом. И вот я уже 2 часа наблюдаю, как полиция разрушает стены моего дома, отдирая гипсокартон. На данный момент они нашли 153 пары глаз в маленьких стеклянных баночках. Больше всего меня пугало, что они все смотрели на меня. Мы часто ощущаем на себе взгляд, даже не зная, что на нас действительно смотрят, но как часто вы ощущаете его, когда вы точно в комнате один? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, если вам понравилось видео. До новых встреч!